Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой приветствует вас. Дорогие друзья, всем привет! Сегодня я готовлю вместе с вами вот такой красивый плов. У него в составе будет один ингредиент, который мне очень нравится и который мало кто добавляет в плов. Итак, давайте готовить. С чего же мы начнем? Для начала возьмем 350 грамм хорошо промытого пропаренного риса, зальем его горячей водой и оставим, пока будем заниматься овощами и мясом. 2 средние моркови нарезаю по диагонали, а затем на брусочки. 1 головку лука разрезаю пополам и шинкую перьями. Друзья, это не крупно, это нормально, потому что в процессе приготовления плова лука практически не будет видно в нем. Мясо я взяла примерно 400-500 грамм. Лишний жир срезаю, а мякоть нарезаю на небольшие кусочки. Готовить плов я буду в сковороде с толстыми стенками. Она отлично сохраняет тепло. В сковороду, уже нагретую, я добавляю 100 мл растительного масла и выкладываю мясо. Растительное масло удобно наливать в одноразовый стаканчик, а затем, чтобы не мыть, просто его выкидывать. Масло обжариваю на одной стороне минут 5 для того, чтобы схватилась румяная корочка. После того, как мясо хорошо зарумянилось с одной стороны, я его переворачиваю и добавляю нарезанный лук. Лук буду жарить до золотисто-коричневого цвета. К хорошо обжаренному луку с мясом добавляю брусочки моркови и лопаткой перемешиваю. Дам моркови немного обжариться вместе с мясом и луком. Овощи с мясом хорошо обжарились. И теперь я сюда добавляю пол чайной ложки перца, неполную столовую ложку соли и тот самый ингредиент, о котором я вам говорила в начале видео. Это кориандр. Многие добавляют в плов зиру, тмин. Мне же больше нравится мясо в сочетании с кориандром. Попробуйте, если кто-то не пробовал, возможно, вам понравится. Ну а если кто-то не любит кориандр, можете не добавлять. В центр сковороды я помещаю обрезанную снизу головку чеснока и добавляю 500 мл кипятка. Закрываю сковороду крышкой и даю готовиться зирваку примерно полчаса. Огонь при этом нужно уменьшить. Настало время закладки риса. Рис я откинула на дуршлаг и выкладываю его в сковороду с овощами и мясом. Сначала рис я выравниваю по поверхности зирвака, а затем аккуратно по краю собираю его горкой. Почему я так делаю, объясню. Я использую не обычный рис, а пропаренный, который впитывает в себя гораздо больше влаги, чем обычный рис. Поэтому ничего выпаривать я тут не буду, просто собираю рис горкой и делаю самый минимальный огонь, закрываю крышкой и буду готовить плов еще минут 40.
Прошло примерно половина времени, и я при помощи деревянной шпажки смотрю количество воды, которое у меня осталось в сковороде. Понимаю, что нужно долить. Доливаю воду. В ней я растворила немного соли. И теперь, перемешав сверху рис для равномерного приготовления, я закрою опять сковороду крышкой и буду томить его на медленном огне оставшееся время. Плов готов. В общей сложности он готовился 1 час и 10 минут. Это для пропаренного риса нормально, потому что готовится он дольше обычного риса, точно так же и больше впитывает влаги. Вот сейчас я смотрю, есть ли на дне жидкость. Жидкости нет. И попробую. На вкус рисинки должны быть немножко аль денте, так и есть. А теперь осталось гарнировать тарелочку и посмотрим, что у нас получилось. Друзья, плов получился рассыпчатый и очень вкусный. Свою лепту во вкус этого плова, конечно, внес чеснок и кориандр. Мясо получается необыкновенное по вкусу. У вас есть уникальная возможность приготовить и попробовать это блюдо. Ну, а я вам желаю крепкого здоровья. Жду от вас лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал. До новых вкусных встреч. Всем пока-пока. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал. Всем вам желаю здоровья и успехов.